Привет, друзья! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан, и у нас стартует новый сезон рубрики «Облови себя вчерашнего». С чего начать? Самая популярная рыба у рыбаков какая? У спиннингистов? Конечно же, щука. И сегодня мы поговорим о ловле щуки в любое время года, потому что сегодня будет у нас топ-5 приманок для ловли щуки. Честно сказать, было очень сложно. Мы с братом долго анализировали, думали, как бы вобрать в этот топ-5 самые лучшие приманки, по нашему мнению, на всех водоемах планеты нашей. Потому что мы ловим везде. Мы ловили долгое время и в Украине, на всех чемпионатах. Мы посетили множество рек, озер, водоемов различного типа. И 5 лучших приманок сегодня, сейчас на этом канале, ребятки. Подписываемся, кто не подписался, и остаемся с нами. Погнали! Друзья, 5-е место нашего хит-парада — это самая простая, банальная колебалка. Колеблющаяся блесна. В народе бляха, я даже не знаю, ложка. Ну, всевозможные термины. Это самая простая народная блесна, о которой знают многие, которые, возможно, начинали именно с этой блесны. Это блесна, колебалка. Она достаточно простая в использовании. Ее не нужно вести какими-то проводками специальными. Достаточно обычной банальной равномерной проводки. Ребят, вы просто забрасываете приманку и выбираете нужный горизонт, нужную глубину и просто равномерно ее вращаете. Больше ничего не нужно делать. Это самая простая приманка, на которую я рекомендую, и также мой брат рекомендует начинать свою спиннинговую карьеру. Потому что здесь просто вы забросили и вращаете блесну, она идет, колеблется в определенном горизонте воды и собирает рыбу. Но могу сказать, что колебалка достаточно очень интересная приманка. С ней можно экспериментировать, с ней можно достаточно интересно работать. Допустим, поговорим о том, что ее можно вести в придонном слое обычной ступенькой, то есть ложить ее на дно. Вам нужно ее поднять со дна, провести в нужном горизонте и дать паузу. На паузе колебалка начинает сыпаться. Именно в момент падения приманки очень хорошо клюет щука. Ну и также колебалка работает в обычном равномерной проводке. Щука, если она активная, она сразу ее подбирает. То есть эта приманка лучше всего себя проявляет в активное время, когда щука активна, когда у нее жор после нерестовой или просто пик активности. Я считаю, что возможно даже начинать рыбалку на водоеме незнакомом именно с колеблющейся блесны. Ребят, многие подумают, что 5-е место — это приманка, которая самая худшая. Нет, было очень сложно подобрать этот топ-5 приманок, по нашему мнению, потому что достаточно много типов приманок, которые хорошо ловят щуку. Но 5-е место — это достаточно хороший результат для колеблющейся блесны. Многие типы приманок она обошла. Ребят, берите на вооружение эту приманку. Друзья, 4-е место — Tail Spinner. Знакомое название, я думаю, многим, особенно после прошлого года. У нас в прошлом году был обучающий ролик про эту приманку, топ-5 проводок на Tail Spinner, а также была одна достаточно неприятная для меня драма. Это наш влог про ловлю на эту приманку, когда все закончилось победой рыбы. Я проиграл крупному сому на обычном водоеме, где практически нет рыбы. Клюнул сом. Есть. Есть. Вот эту я уже просек, Артур. Наконец-то, Тимур, это хорошая щука. Я беру твой посад. Да. Ух ты, это сом, по-моему, Артур. Это сом. Посмотри, как сопротивляется. И клюнул он именно на Tail Spinner. В том году для нас с Артуром эта приманка еще раз закрепилась в нашем хит-параде приманок, потому что она доказала, что в теплое время года, именно в летнее время года, она собирает всего хищника. Зарекомендовал он себя чем?
Я покажу на примере этого огромного тейлспиннера. Таких, наверное, в природе очень мало. Это реально тейлспиннер почти на ладонь. Тем, что эта приманка имеет огромный лепесток на задней хвостовой части. Эта приманка хорошо летит, она очень дальнобойная. Она идет всегда у дна. То есть, если мы говорим о ловле со дна, тейлспиннер — это одна из лучших приманок для летнего времени года. За счет огромного лепестка эта приманка собирает рыбу с огромных дистанций. То есть, проходя в определенном секторе, приманка провоцирует рыбу с дальних дистанций выйти на нее, атаковать ее. За счет этого огромного лепестка. За счет этих колебаний, которые создает это тело приманки, рыба, щука боковой линией ощущает эти колебания, она просто идет за счет максимального интереса, она атакует эту приманку со злостью, и вы получаете агрессивную поклевку. Друзья, это по сути вращающаяся блесна, вертушка в народе, которая не попала в наш топ-5 сегодня. Но эта приманка заменила вертушку и получила больше достоинств, чем она. За счет чего? За счет того, что эта приманка хорошо летит. Она очень дальнобойная. Ей хорошо работать по площадям. С дальних, средних дистанций. Эта приманка идет всегда у дна. Соответственно, собирает ту придонную рыбу, особенно мертвую щуку, которая лежит на дне. За счет этих колебаний и за счет лепестка огромного, который дает огромный блик в воде. Рыбу часто провоцирует именно что-то нестандартное. Вот в данном случае тейлспиннер имеет лепесток, который просто поднимает мертвую рыбу, как будильник. Чтобы было меньше вопросов по расцветкам и по цвету лепестка, могу сказать, что тело не имеет значения, какого она цвета. Очень важный элемент в этой приманке — это лепесток. По нашему мнению, в принципе, это классика. Золото и серебро будут в приоритете. Никакие другие оттенки не приносят результата. Но для старта рекомендуем серебряный лепесток. Это классика, которая работает и в темное время, и в яркое время, когда, допустим, солнце очень высоко. И по проводкам рекомендуем как классическую равномерную проводку в среднем и в придонном горизонте, а также ступеньку. Ступенька очень хорошо собирает пассивную рыбу. То есть вы забрасываете приманку на дно, кладете ее. В этот момент фишка тейлспиннера в том, что на падении приманки лепесток вращается. Тем самым провоцирует рыбу выйти на эту приманку. Срываете со дна тейлспиннер и ведете его равномерной проводкой и даете ему паузу. Зависит от глубины в водоеме. То есть это классика. Подброс приманки 2-3 оборота, пауза, если глубоко. И если очень мелко, доводим приманку до 5-6 оборотов и даем большую паузу. Именно в момент падения приманки часто происходят поклевки. И в момент, когда вы срываете приманку со дна, очень часто происходят поклевки. Включено, если что. Запутались они, ты понял? Мои бойцы. Рыболовная братва, 3-е место. Рабочие бойцы, сразу говорю, все половили рыбу. Это воблера. Воблера класса Minnow. И именно суспендеры. Воблера с нейтральной плавучестью. Я их возьму в руки и буду о них говорить. Это приманки, о которых многие знают. Многие на них ловили рыбу. Ну, а есть люди, которые не знают, в чем их прелесть. Просто покупали эти приманки в магазинах, но не знают, как с ними работать. Что из себя представляет воблер класса Minnow суспендер? Это вытянутой формы приманка, очень прогонистой формы, которая не имеет особо ярко выраженной игры при равномерных проводках. Эта приманка открывается именно во время твичинга, рывковой проводки.
эта приманка создает эффект раненого подбитого малька. То есть щука, которая охотится, она не охотится за активной кормовой базой. Она жрет подбитую умирающую рыбу. По сути, щука, она санитар водоема, она жрет все, что умирает. Именно в момент активного твичинга и пауз щука подбирает эту приманку. Сейчас я напомню, я сказал именно суспендеры. Почему суспендеры? Приманки, которые имеют нейтральную плавучесть. Представляете себе, вы делаете пару рывков, и воблер зависает в определенном месте. Он не поднимается, не опускается, он стоит как вкопанный на одном месте. Это суспендер. Это дает огромную возможность щуке выйти на приманку, прицелиться и сожрать ее на паузе. Играет приманка, умирающий твичинг. Замирает приманка на одном месте, щука выходит и атакует ее. Вы получаете поклевку во время паузы. Вот в чем огромный плюс суспендеров именно воблеров класса минноw. Пауза зависит от активности рыбы. Если сейчас рыба очень активная, то паузу достаточно делать буквально там в полсекунды. То есть такой агрессивный активный твичинг. Если рыба уже в холодное время, пассивная, создаем твичинг и даем паузу от 2 до 80 секунд. То есть самое холодное время года, когда рыба не активна, когда она практически не клюет. Бывает так, что щука клюет на паузах до 10 секунд. То есть создали рывок, держим на натяжении шнур и контролируем приманку. Ну и по поводу цветов приманок. Знаем, что многим нравится цвет Mad Tiger, это тигровые расцветки, Fire Tiger. Но могу так сказать, лучше иметь всегда с собой натуральную расцветку воблера и, конечно же, иметь воблер в яркой агрессивной расцветке. Считаю, что по активной рыбе начинать лучше с агрессивной расцветки. Ну а если рыба очень пассивная, переходить на натуральные цвета. Второе место нашего хит-парада Bilan Brothers. Приманка активный рак. То есть имеет активные элементы. В данном случае это клешни его. Почему этот рак занял у нас второе место? Да, потому что на протяжении года, если взять статистику по поимкам рыб, именно щук, эта приманка достаточно активно, стабильно ловит рыбу. Да, она не собирает в количестве рыбу, но она ловит ее в холодное и в теплое время года. В чем ее плюс огромный этой приманки? В том, что она имеет объемное тело. Много раков в нашем случае, в нашем хит-параде, имеют еще дополнительные юбки, которые достаточно хорошо подвисают в толще воды на проводке, тем самым заставляют рыбу выйти и атаковать приманку. Да, именно фишка рака в его объемной форме в том, что на проводке, на ступеньке эта приманка хорошо, долго сыпется в толще воды. И как мы знаем, щука в 90, наверное, процентах, если мы говорим о ловле на джиг, она клюет на падении приманки. То есть мы создали какую-то определенную проводку, дали паузу, приманка падает, и в этот момент происходит поклевка. Именно благодаря вот этим вот всем клешням, всевозможным щупальцам, приманка хорошо виснет, медленно зависает, и щука атакует ее. Иногда не хватает этой паузы, если сравнивать с другими приманками. И именно эти приманки хорошо собирают более пассивную несговорчивую щуку. Что касается цветов приманок, здесь можно разделить приманки на три цвета. Это первый, это будет яркий агрессивный оттенок, это в принципе номер один, это будет шартрес. Яркий лимонный, кислотный оттенок или просто классический шартрес. Это приманка, которая будет собирать активную рыбу. То есть, если вы приехали на незнакомый водоем или на водоем, на котором только начинаете ловлю, вы ищете активную рыбу, конечно же, рекомендуем ловить на яркий цвет.
Тем самым вы быстро найдете эту активную рыбу, она быстро выйдет на приманку. Но чем пассивнее становится рыба, тем больше мы переходим на более натуральные оттенки, такие как ультрафиолет или какие-нибудь такие более болотные оттенки. Такие оттенки уже собирают более пассивную рыбу. Здесь и проводка чуть-чуть меняется. То есть, если мы ловим на яркие активные цвета, соответственно, мы делаем активную проводку, высокие подбросы приманки, даем больше паузу на падении приманки. То вот в случае, когда мы ловим на более темные оттенки, здесь уже лучше применять более плавные проводки, более медленные проводки, так как пассивная щука уже не имеет такой энергии яркой, и она очень медленно идет за приманкой, и нужно создать более деликатную подачу. Поэтому с темными оттенками лучше работайте более пассивно. Что могу сказать из нашей практики? Эта приманка себя очень хорошо проявила именно при ловле очень мертвой рыбы на диких водоемах, на речках, на озерах, именно в холодное время года и чаще весной и зимой. Но один из огромных плюсов этой приманки в том, что она хорошо себя проявляет также и в рыболовном спорте. Особенно на каких-то коммерческих турнирах, где ловля происходит исключительно щуки. И именно в последних турах, когда рыба уже чуть-чуть поднаколотая, когда она вообще практически не клюет, лучше применять именно вот такие вот приманки по типу раков. И лучше их всего применять на джиголовках. И уменьшать вес в зависимости от активности рыбы. Чем пассивнее рыба, тем меньше вес джиголовки использовать. Именно при ловле на джиголовках приманка проявила себя лучше всего, по нашему мнению, если сравнивать с чебурашкой классической. Потому что при ловле на джиголовку вся игра идет именно в хвостовые эти элементы, активные элементы. То есть нету дополнительного роулинга у приманки, именно акцент идет именно в хвостовую часть этой приманки. Так что берите на вооружение. Самая главная приманка, она спрятана у меня здесь в руке. После рекламы продолжим. Первое место хит-парада братьев Билан — это виброхвост. Классический виброхвост, но толстый, объемный виброхвост, по нашему мнению, занимает первое место в нашем хит-параде. Мы долго думали, долго с Артуром спорили, но вот как показала практика, это лучшая приманка. Толстый виброхвост, в народе это фэт, толстяк с огромной пяткой. Фишка этих приманок в том, что они имеют хорошую, активную, ярко выраженную игру. На равномерных проводках, на ступеньках. Эти приманки универсальны. Эту приманку можно вести как в среднем горизонте на обычную равномерную проводку. Также можно ее вести в придонном слое, где-то чиркая дно. Классическая ступенька. В общем, всевозможные проводки данной приманкой приносят результат. Почему эта приманка занимает первое место в нашем хит-параде? Потому что эта приманка работает по всем площадям. По ближней дистанции, по средней дистанции, по дальней дистанции. Эту приманку можно оснащать как чебурашкой классической, как джиголовкой, так и работать на джигриге. Особенно это нравится тем, кто любит ловить рыбу с дальней дистанции. И это часто срабатывает именно на соревнованиях, когда рыбу накололи близко и нужно достать до дальней дистанции. Мы применяем джигриг, и лучшей приманкой будет именно фэт. Толстый, объемный виброхвост с большой пяткой, потому что он создает именно те колебания, которые заставляют рыбу выйти на эту приманку за счет огромной пятки. Если сравнивать с классическими виброхвостами этот виброхвост, то те виброхвосты более прогонистые с мелкой пяткой, они лучше работают, когда вы подаете приманку четко под, грубо говоря, под морду рыбе, когда мы ловим судака по каким-то ярко выраженным аномалиям. Но фэт с большой пяткой, он работает хорошо по площадям и собирает рыбу с разных дистанций, с дальних дистанций. То есть рыба выходит на эту приманку. Одна из фишек этой приманки, то есть ей можно работать, выбирать разные тактики ловли.
Очень хорошо себя приманка проявляет на легких джиголовках. Крупный, достаточно объемный виброхвост очень хорошо работает на легких весах, именно на джиголовках, когда рыба стоит очень близко у берега. Это очень часто происходит весной, когда щука только отнерестилась, она стоит в прибрежной зоне. Здесь хорошо подавать этот виброхвост на маленьких джиголовках и вести его, знаете, такой легкой ступенькой, но очень медленной равномерной проводкой у самого дна. Также хорошо работает этот виброхвост на чебурашках. За счет этого создается дополнительный роулинг. Приманка уже не так активно работает хвостовой частью, но при этом она дает очень интересную игру на равномерных проводках. И ее может применить как и новичок-любитель, также и спортсмен-рыболов, который достаточно имеет огромный опыт. И я думаю, многие спортсмены-рыболовы с нами согласятся. Виброхвост FET для ловли щуки — это приманка номер 1. То есть это приманка, которая работает как ранней весной, так и поздней осенью и в зимнее время. И при этом она работает очень хорошо летом. Но важно использовать правильные монтажи для этой приманки. Если мы говорим о холодном времени года, особенно это зима и весна, здесь рекомендуем применять эти приманки в размере от 2,5 до 3,5 дюймов. Если мы говорим о активном времени, когда щука очень активна, здесь лучше применять будут приманки от 4 до 5 дюймов. Ну а если мы выехали и ловим трофейную рыбу, щуку, здесь лучше уже применять приманки в размере в районе 6-8 дюймов. И важный вопрос для многих: какой цвет лучше всего использовать. Честно, я не буду ничего выдумывать, могу так сказать. Есть яркий раздражитель, это шартрес, лайм шартрес, в общем все вот такие вот разновидности цветов. И есть темные расцветки, такие как ультрафиолет и болотные оттенки. Эти приманки уже собирают в холодное время хорошо щуку, а также в моменты, когда щука перестала клевать. Друзья, это был наш топ-5 приманок для ловли щуки на весь сезон 2025 года. И на самом деле не для всего 2025 года, а для всего времени, когда вы ловите щуку. Это топ-5 приманок, по нашему мнению, которые работают везде, круглый год. Но знайте важные моменты, когда применять эти приманки. Друзья, оставайтесь всегда с нами, впереди очень много интересных сюжетов. С вами были братья Билан, рубрика «Облови себя вчерашнего». Пока!